Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы определенно получите. Просчитайте, может быть, какую-то свою жизненную историю, ситуацию. И первая карта, которую мы с вами достанем, своего рода итог, да, что завершится? Может быть, что завершится окончательно в последние дни декабря. Или в чем вы расставите, может быть, приоритеты, точки. И такое может быть. Итак, что завершится? А что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться до конца декабря. Чем запомнится вам последние дни, последние дни уходящего года. И мы достанем три карты как три важных события или главных события, которые могут произойти в вашей жизни. Что завершится? Не могу сказать, что тут что-то завершится. Тут нам как раз про начало. Может быть, вы уже расставили приоритеты в чем-то, подвели итоги. И тут, скорее всего, готовность, как и учиться, как смотреть с большим оптимизмом вперед, как построить свою новую, может быть, стратегию деятельности, может быть, поменять работу, изменить качество жизни. По этой карте мы готовы учиться, по этой карте мы приобретаем какие-то навыки, знания, в последующем мы их переложим на практику, и это нам еще и принесет какой-то материальный доход. Новые возможности вас зовут в целом, мои дорогие. Тут уже все, видимо, у вас завершилось, какие-то приоритеты вы уже для себя определили. И здесь вы уже смотрите в будущее с большим оптимизмом. У кого-то может быть, знаете, буквально вопросы, когда вы учили, обучали ваших детей. Может быть, ребенок завершает какое-то обучение, ну или какие-то проплаты. Может быть, такое связано с этим. И значит, ну, в принципе, все равно элемент новизны в вашей жизни уже присутствует даже на конец декабря. Видимо, все итоги уже подведены. Но давайте мы узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Ну, тут по королю кубков что-то в личной жизни у вас может меняться, мои дорогие львы и львицы. И помимо личной жизни по королю кубков проигрываются у нас две сферы, как сфера чувств или вашего партнерства личного, так и сфера финансов. Каким образом я зарабатывать буду деньги? Вот в тему Паш Пентаклей, и я сказала, это может быть обучение или желание какой-то свой проект реализовать в жизни, реализовать самого себя по конкретной теме, которая вам интересна. И есть еще, помимо всего прочего, и вопрос личного счастья. Видимо, что новое, может быть, предложение какое-то или какое-то сообщение от близкого вам человека. Но в целом это, когда мы уравновешиваем, что новое войдет в жизнь, это равновесие между личной жизнью или тем, что вы хотите на данный момент времени осуществить, и финансовой составляющей, когда есть в принципе баланс по королю кубков, проходит именно баланс между нашими ожиданиями и какой-то конкретикой на данный момент времени. Поэтому сбалансированная жизнь. Вот что нового войдет в вашу жизнь в конце декабря, как и эмоциональная гармония в душе, так и уверенность в завтрашнем дне. Вот что-то такое. Неожиданности. Но тут по иерофанту, если будут какие-то неожиданности, я бы сказала, больше возможностей. У кого-то, правда, личная жизнь, предложение руки и сердца. Причем такое бракосочетание или венчание, или какие-то планы вы будете не один, а вдвоем уже строить на будущее. У кого-то это будет, правда, обучение какому-то новому делу, ремеслу. По карте Иерофант мы всегда учимся, причем учимся на чужих больше даже ошибках. По карте Верховного Жреца это вы сами, как неожиданность, ваша
должность новая может проиграться, особенно если вы преподаватель, тут можно очень высокую должность получить, и вообще прогресса тогда будет по вашей карьере, он особо ощутим. Вот именно для преподавательского состава все-таки у нас верховный жрец – это верховный учитель, который знает все, к которому обращаются за советом. С другой стороны, неожиданности, согласования какие-то важные провести в высоких инстанциях, обратиться к чиновникам, может быть, в каких-то документах поставить подписи, печати или с чем-то определиться. И это как будто по судьбе. Поэтому будьте открыты миру. Здесь как раз новые возможности, которым вы, может быть, шли длительное время. А здесь как итог какой-то будет. И это вас обрадует и придаст уверенности в завтрашнем дне. И я могу сказать отчасти и по финансам, эта карта тоже говорит, ведь верховный жрец, иерофант, нищий не бывает. Поэтому какое-то стабильное благополучие в плане финансов, как неожиданность, как возможность, скорее тут возможности сами по себе, приходят тоже в вашу жизнь. Упорядочить вообще, структурировать как-то свою жизнь по-новому и с уверенностью в завтрашнем дне, правда, ну вот нечего добавить. Давайте мы посмотрим, чем вам запомнится этот период. Ну вот все то, что я сейчас сказала. Иногда по тузу пентаклей идут, знаете, как помощь высших сил или его величество случай, не случайные случайности, правда, как какое-то значимое предложение, может быть, от конкретного человека по части личной жизни или по части заработков. Вы решитесь начать собственное дело или попробовать себя в личном творчестве, развивать себя, свои для вас важные какие-то направления. Ну и, безусловно, чем запомнится? Получением денег. Потому что туз Пентаклей – это получение как и важных новостей, предложений, буквально документов, бумаг, так и денег. Вот так запомнится. Давайте мы узнаем 3 важных события. Перемены, вы на пороге перемен. И нам говорят, вот вы-то с чем-то определились, факт. Но есть, или, по крайней мере, вы точно знаете, чего вы делать не хотите, мои дорогие львы и львицы. А по карте колесницы нам говорят, вот окончательно, отпускай прошлое, не заглядывай туда, оно уже не имеет значения. И встречай все новое, новые возможности, которые приходят на твой порог. У кого-то это может быть, банально, я решил менять автомобиль, и будет какая-то оказия это сделать. Причем на что-то более удачное. Сама по себе карта успеха, удачи, возможностей, жизненного драйва, который может, так, знаете, захватить вас и открыть, опять же, новые перспективы. Это в целом больше оптимизма и больше желания жить, что-то создавать, может быть, креативить или знакомиться с миром в целом, открытость миру и новые возможности у вас на пороге. Вы можете продумывать какие-то планы уже, вот как события. Ведь тут у каждого по-своему, это старший аркан, это с какими-то извне приходит новостями или открывшимися, опять же, возможностями что-то для себя сделать значимо хорошее на длительный период времени. Перезагрузка. Самое главное, не оглядываться назад, мои дорогие. Вот какое-то у вас будет очень важное событие, которое будет связано с обстоятельствами. Но они на вас влияют. И на качество вашей жизни тоже. И как будто по судьбе. Что же у нас будет как второе событие? 9 жезлов. Знаете, это карта великой мощи, так называется в герметической колоде Таро. Как будто сил физических достаточно, но эти силы не хочется тратить куда попало. Или если раньше вы кому-то помогали, или участвовали в жизни других людей, любой работой могли заниматься, то здесь нет больше концентрации на самом себе. И как будто есть два направления, два главных смысла, когда включаетесь в какие-то вопросы. Первое, если что-то буквально угрожает или как-то ваши позиции может пошатнуть. И второе, когда есть прогресс, когда нужно как раз целенаправленно прилагать усилия в каком-то одном деле, теме, направлении. И это для вас уже какие-то перспективы на будущее создает. Не повторить, может быть, и прежних ошибок, и себя, собственную энергию не расходовать в том направлении, где это не имеет смысла. Может быть, не пытаться что-то из прошлого притянуть, а с другой стороны,
видимо, вот по колеснице, это, знаете, еще, я сказала, жизненный драйв. Так вот, быстрая смена событий может идти. И тогда девятка жезлов нам говорит, тебя ничто не должно застать врасплох. То есть постоянно контролировать ситуацию. Это не само по себе событие, а энергия, как в которых следует быть, чтобы чего-то не упустить. По колеснице это не одна какая-то возможность, а серия возможностей может быть. Не одно событие, а одно, второе, третье, как будто одно из другого вытекающее. И так у кого-то может быть. Поэтому и важно быть на своей волне, мои дорогие львы и львицы. Ну все же, третье событие. Поездка, переезд, может быть, какое-то путешествие. Для кого-то, правда, по шестерке мечей смена работы. Кто-то надумает уйти в сферу IT и пойдет на курсы. Вот вы уже с этим могли определиться. И если вы долгое время думали, сейчас, правда, это едва ли не единственная сфера, по которой вот скиллы, навыки мы можем получить достаточно быстро. И это не значит, что мы в университет сядем на годы за парту и потом только получим диплом. Здесь вот эти самые навыки к нам приходят значительно быстрее. Мы их как будто изучаем, отрабатываем и практически готовый специалист. По шестерке мечей как раз сфера где-то либо IT, либо это ваше творчество посредством интернет. По этой карте вы можете быть популярным человеком. По этой карте вы можете осуществить переезд, если правда такое что-то у вас в планах уже есть. По этой карте как вообще новые горизонты и грани сотрудничества, когда весь мир передо мной. Но эта карта предполагает, хоть она и называется карта заслуженного успеха, но, наверное, вот как тот успех, он прямо пропорционален нашим действиям. И поэтому нам говорит карта «Дорогу осилит идущий». И если даже вы сейчас в самом начале, не сомневайтесь в себе, здесь у вас получится качественно изменить уровень жизни и совершенно другие возможности перед собой открыть. Кто-то решится на то, чтобы сферу деятельности таки поменять. Или это будет еще, знаете, как работа, связанная с командировками у кого-то, как событие, предложение, вы можете откликнуться. Или это может быть еще как изучение языков, почему нет, и в последующем вы как-то приложите на свою практику, либо будете более востребованы на рынке труда, либо в целом перед вами тоже какие-то возможности будут открываться. Одним словом, вы идете вперед, где-то вы мчитесь, где-то, может быть, передвигаетесь так более спокойно, но занимаетесь от начала до конца своими делами, вопросами. У вас конец декабря открывает, знаете, вот как врата открылись, и весь мир у ваших ног, мои дорогие львы и львицы, что-то особенно чудесное входит в вашу жизнь, и как будто все по велению высших сил, где-то там, в небесной канцелярии для львов и львиц, уже все расписано. И главное, ну, чего-то не проморгать, не потратить свои собственные усилия или внимание, что немаловажно, не в том направлении, больше концентрации на себе любимых. Вот это будет важно, как и на личной жизни, так и где-то, как в свои амбиции, в хорошем смысле честолюбие или реализация собственных планов, но у кого-то и личная жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.